Название колонии строгого режима Владимирский централ известно почти каждому из одноименной песни известного исполнителя. А в «Матросской тишине» содержался самый известный вор в законе Япончик. Сегодня мы расскажем о самых ужасных тюрьмах России, о том, как в них содержатся особо опасные преступники, разберем распорядок дня пожизненно заключенных, а также вы узнаете об ужасах, которые происходят за стенами таких учреждений. Поехали! По идее, тюрьма должна менять человека и направлять его на правильный путь, чтобы не повторять своих преступлений после того, как он вернется. Но не все исправительные колонии могут исправить человека. Например, тюрьмы в Норвегии выглядят как настоящий отель. В них заключенные могут играть в приставку, там достаточно удобные комнаты с отдельным санузлом. Людям, которые попали в такие тюрьмы, позволяют заниматься хобби, играть на музыкальных инструментах, увлекаться спортом и проводить много времени на свежем воздухе. Это показывает преступникам другой уровень жизни, к которому они начинают стремиться, выйдя из исправительной колонии. Но не во всех странах такие замечательные условия для заключенных. В России предпочитают не тратить много средств на содержание людей в тюрьмах, а адаптацию человека, вышедшего из российской исправительной колонии, никто никак не курирует. Если в Европе существуют отдельные программы по реабилитации преступников, то в России таких программ попросту нет. Это большая проблема, так как большинство заключенных, выходя из тюрем, не могут найти работу и возвращаются к прежнему образу жизни, постоянно нарушая закон, из-за чего снова и снова попадают в тюрьму. По статистике, около 40% заключенных в России заново попадают в колонии после освобождения, тогда как в Европе этот процент существенно ниже и составляет около 20%. В России тюрьмы носят не исправительный характер, а скорее устрашающий. Ведь все слышали об ужасных условиях содержания заключенных в этих исправительных колониях. История тюрьмы под названием «Матросская тишина» берет начало в далеком 1775 году. Тогда на месте исправительной колонии был основан смирительный дом для мелких воров и мошенников. Позднее, уже в 1870 году, его переименовали в Московскую исправительную тюрьму. А также были возведены дополнительные здания и сооружения для будущих заключенных. Исправительная колония подразумевала содержание 450 заключенных, 300 из которых были мужчинами и 150 женщин. В 1918 году на базе тюрьмы была основана колония для несовершеннолетних под названием «Реформаторий». В 1946 году исправительная колония переквалифицировалась в место содержания взрослых преступников. Тогда же тюрьма стала функционировать в полном объеме. В 1949 году количество корпусов увеличилось до 3. В новом корпусе сначала содержались нацистские преступники, потом здание переквалифицировали в изолятор для несовершеннолетних, а позднее в нем стали располагаться больные туберкулезом преступники. В «Матросской тишине» содержались очень известные личности. Например, политики Михаил Ходорковский и Сергей Полонский, великий мошенник Сергей Мавроди и даже вор в законе Япончик. Правда, то, в каких условиях содержатся такие известные и богатые личности и рядовые преступники, очень сильно отличается. «Матросская тишина» – очень большой изолятор, в котором много корпусов. Некоторые из них недавно отремонтированы, а какие-то выглядят так, будто их не трогали несколько веков. В тюрьме есть так называемые VIP-камеры. Они просторные, в них есть свои отдельные душевые и туалеты, а в некоторых даже огромные телевизоры. Ремонт там совсем новый. Выглядит все не как тюремная камера, а как номер в хорошем отеле. Говорят, что чтобы попасть в такие номера, нужно заплатить кругленькую сумму. Правда, точных цифр никто не говорит. Но если в тюрьму попадает самый обычный преступник, а не богатая или известная личность, то ему следует быть готовым. Обычные камеры, рассчитанные на 7-8 человек, часто переполнены. В них давно не было ремонта, пол и стены выглядят просто ужасно, а в корпусах, где расположены такие камеры, чувствуется ужасный запах. Люди буквально спят друг на друге, так как места для расположения матрасов
попросту отсутствуют даже на полу. Заключенным приходится мастерить себе гамаки, чтобы хоть как-то располагаться в камерах. В камерах, в которых часто содержится 10-15 заключенных, всего один туалет, а в душ их выводят раз в неделю. Стоит ли говорить о том, насколько ужасны условия, в которых содержатся люди? А дальше ты узнаешь про тюрьму, из которой никто никогда не выходил на волю. Каждый преступник России боится услышать название этой тюрьмы при озвучивании своего приговора. Черный дельфин появился в 1773 году и предназначался для разбойников и участников Пугачевского восстания. Изначально колония представляла собой каторжную тюрьму, в которой заключенные разрабатывали илецкие соляные копья. Добычей соли занимались ссыльные, люди, которые попали под уголовное наказание, которое заключалось в их насильном перемещении в Сибирь. В 1849 году работу в копьях заменили на горную промышленность. В 2000 году «Черный дельфин» переквалифицировали в тюрьму для пожизненно осужденных. Это означало, что в ней будут содержаться особо опасные преступники, террористы, людоеды, которые больше никогда в жизни не должны быть на свободе. По некоторым данным, колония рассчитана на 1600 заключенных. К сожалению или к счастью, сейчас в ней содержатся около 900 преступников. «Черный дельфин» – объект с особым режимом безопасности. В нем существуют очень строгие правила. В колонии действует строгая изоляция заключенных друг от друга. В камерах содержится по 2, максимум 4 человека. А то, с кем будут жить заключенные, решают психологи. Все это сделано специально для того, чтобы снизить количество драк и конфликтных ситуаций внутри колонии. Некоторые особо опасные преступники содержатся в одиночных камерах. Например, людоед Владимир Николаев, который убил 2 человек, расчленил их, а дальше съедал какую-то часть, а оставшееся продавал своим знакомым или на рынок. Кроме того, в колонии заключенные встают в 6 утра, и все следующие 16 часов сидеть и лежать на койках им запрещено. При переходе из одного корпуса в другой преступникам завязывают глаза, чтобы они не смогли запомнить план помещения, а количество сотрудников, сопровождающих их, минимум 3 человека, один из которых кинолог с собакой. Каждые 15 минут сотрудники тюрьмы обходят все камеры. Спят заключенные всегда при включенном свете, а под наблюдением находятся круглые сутки, так как везде установлено видеонаблюдение. Помимо всего, сама камера представляет из себя клетку в клетке, так как окна и двери дополнительно отделены толстой железной решеткой. Прогулки заключенных длятся 1,5 часа и происходят в специальном боксе, стены которого сделаны из бетона, а крыша перекрыта стальной решеткой. Такие жесткие условия содержания сделаны специально, чтобы никто и никогда не смог сбежать из «Черного дельфина», и, как показывает время, сделано это не зря. За всю современную историю колонии никто не смог сбежать из нее. Кстати, название колония получила за фигурки дельфинов черного цвета, которые сделали заключенные. А дальше ты узнаешь о самой современной тюрьме для пожизненно заключенных. Исправительная колония, которую в народе называют «Снежинкой», стала самым новым учреждением в России и по совместительству единственным учреждением такого типа на Дальнем Востоке. На объекте действует особый режим безопасности, схожий с тем, который введен на территории «Черного дельфина». Строительство началось в 1996 году. Предполагалось создать следственный изолятор на 800 заключенных. Закончить работы смогли только в 2012 году, а в 2014 объект был введен в эксплуатацию. Название «Снежинка» возникло из-за особой формы здания. Корпусы образовывали 7-лучевую постройку, которая имела сходство со снежинкой. В 2016 году в изоляторе содержалось всего 68 подозреваемых. Большая часть здания простаивала, из-за чего было принято решение в 2017 году переквалифицировать учреждение из следственного изолятора в тюрьму пожизненного заключения. В сентябре этого же года объект начал принимать особо опасных преступников. Переквалификацию провели не только по причине простоя изолятора,
но и потому, что планировалось закрытие тюрьмы пожизненного заключения «Черный Беркут», откуда и поступала большая часть заключенных в Снежинку. А историю «Черного Беркута» вы узнаете прямо сейчас. Исправительная колония номер 56 расположена в Свердловской области. Свое название «Черный Беркут» она получила по схожей ситуации, что и «Черный дельфин». На территории тюрьмы находится бетонная скульптура черного беркута, который держит в лапах голову поверженного змея. Стоит отметить, что и в том, и в другом исправительном учреждении к созданию скульптуры был причастен один и тот же человек – скульптор-самоучка Владимир Криштола, который совершил 2 убийства и изнасилования еще во времена СССР. Тогда его приговорили к смертной казни, но позже заменили наказание на срок в 25 лет. Сама колония в Советском Союзе была единственной тюрьмой, в которой содержались особо опасные преступники, которым заменили высшую меру наказания, смертную казнь, на 20-летний срок в колонии особого режима. После введения пожизненного заключения в качестве наказания преступникам в Черном Беркуте был построен еще один специальный корпус, чтобы содержать таких заключенных. История не самая большая. Открылась она в 1935 году, чтобы содержать особо опасных преступников. В 1989 году заключенные устроили бунт. Они захватили в заложники сотрудников тюрьмы и требовали деньги и транспорт, чтобы сбежать. Учреждение было оцеплено военными, из-за чего заключенные были вынуждены сдаться. Единственное условие, которое они выдвинули – не увеличивать срок за поднятый бунт. Выполнили его или нет, неизвестно. С тех пор попыток побега больше не было. Стоит отметить и расположение тюрьмы. Она находится на скале, из-за чего сделать подземный ход невозможно. К слову, это достаточно частый способ побега из тюрьмы. А чтобы сотрудники не подумали как-либо помочь заключенным, на каждой камере висит табличка, на которой указана фамилия арестанта, а также подробно расписаны его преступления и возраст жертв. Пожизненно заключенные находятся в отдельном корпусе от заключенных на срок 20-25 лет. Содержатся они в камерах по 2 человека, вместо туалета – обычное ведро. Встают заключенные в 6 утра, и до отбоя в 22:00 они не имеют права сидеть и лежать на койках. Для заключенных существует 2 библиотеки – светская и духовная. Если срок заключения 20-25 лет преступники допускаются к работе, в случае пожизненного заключения работать нельзя. Трудятся преступники на пилораме, в столярной мастерской и в гараже, а также в огороде. По условиям содержания в 2011 году Черный Беркут считался одной из самых чистых исправительных колоний в России. Начиная с 2017 года из тюрьмы начали перевозить заключенных, в основном в исправительную колонию Снежинка, а в 2019 году ее полностью закрыли. Известная песня Михаила Круга «Владимирский централ» получила название от одноименной исправительной колонии в городе Владимир. Слово «централ» в названии указывает на центральное значение тюрьмы в городе или округе. Построена колония еще в 1783 году по указу Екатерины II. В 1906 году колония получила свое уже культовое название. В то же время в тюрьме содержались политические заключенные. В настоящее время тюрьма предназначается особо опасным преступникам. В ней содержатся серийные маньяки, насильники и террористы. С давних пор Владимирский централ отличается суровыми условиями содержания. На объекте действует максимальный уровень безопасности. Это и объясняет, почему, по некоторым данным, в тюрьме не произошло ни одного успешного побега. По условиям содержания особо опасных заключенных, Владимирский централ слабо отличается от других особо охраняемых объектов. Такие преступники содержатся в специальном блоке с усиленной охраной. Здесь также свой строгий распорядок дня. Заключенные перемещаются только под конвоем, а перед открытием камеры туда сначала заходит кинолог с собакой. А дальше по списку идет одна из самых страшных тюрем России. Исправительная колония особого режима для пожизненно заключенных
под названием «Полярная сова» находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Рассчитана тюрьма на более чем 1000 человек, а в настоящее время отбывают наказание в ней около 400 человек. Открытие тюрьмы произошло в 1961 году. Первые арестанты были задействованы при строительстве трансполярной магистрали. Статус колонии для пожизненно заключенных тюрьма получила в 2004 году. Тогда в нее начали свозить самых опасных преступников со всей страны. Информации о том, как устроена жизнь внутри колонии, мало, как и в целом, что в ней происходит. Но время от времени случаются очень громкие скандалы. Так, в 2014 году был осужден один офицер, который работал в полярной сове. По некоторым данным, в 2010 году он заставил более 190 человек принять на свой счет преступления, которые они могли и не совершать. Он занимался выбиванием признания от заключенных, а методы, которыми пользовался этот человек, были ужасны. Если человек отказывался от дачи показаний, его подвергали физическому насилию. На человека очень серьезно действовали морально, чтобы сломить его дух. Помимо всех этих ужасов, нередко доходило и до сексуального насилия преступников. О том, что происходит в колонии прямо сейчас, никто не знает. Кстати, это единственное в современной России исправительное учреждение особого режима, из которого был освобожден преступник, приговоренный к смертной казни. В августе 1991 года Анвар Масалимов в бытовой ссоре, находясь под алкогольным опьянением, задушил своего друга, после чего расчленил его. Его приговорили к расстрелу, однако дождаться своего приговора он не смог. В России ввели мораторий на смертную казнь, из-за чего его наказание сменили. К слову, это было не первое убийство, совершенное этим человеком. В итоге, из-за изменения законодательства и упорной юридической борьбе преступника, его освободили в 2016 году. На воле Анвар Масалимов продержался недолго. В 2019 году ему дали еще 5 лет заключения за причинение тяжкого вреда здоровью. Сегодня вы узнали о самых ужасных тюрьмах в России, которых боятся все преступники. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующих видео и пока!